Еще один прием посадки орхидей. Если мы вот так сажаем орхидею в горшок, то кажется, что корни в такой маленький горшок не поместятся. Я кладу корни в самый низ и начинаю закручивать горшок, пока орхидея у меня в руках высоко. Корни закручиваются и помещаются все отлично в горшок. И вот теперь смотрите, вот это все нужно распутывать. И распутывать аккуратно, чтобы не повредить живые корни. В самом низу, вот они, живые корни, растущие. И вот все это теперь нужно аккуратно распутать, корни разобрать, потому что они прирастают друг к другу. Убрать старые гнилые корни, очистить стволы. Наконец-таки добраться до средней орхидеи, которая росла в центре горшка. Ну вот теперь моя задача распутать эти корни и отделить все три орхидеи друг от друга. Заниматься этим буду очень долго. Добрый день, друзья! Зрители моего канала, кто наблюдает за моим каналом уже более 5 лет, знают, что одно время я сажала мини-орхидеи вот в такие горшки-лодочки. Делала совместные посадки. В каждой лодочке было по 3 орхидеи, и таких лодочек у меня было или 9, или 10 штук. Сейчас осталось 3. И я перестала сажать орхидеи и в такие горшки, и вообще делать совместные посадки. Да, это красиво, когда 3 разные орхидеи одновременно цветут. Но за эти 5 лет я наблюдала за этими орхидеями и пришла к выводу, что мне это не нравится. Я уже один раз вам показывала, как я самую сложную вот эту лодочку, этот горшок разбирала даже через 3 года. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Там даже получилось не одно, а 2 видео. Потому что в одном видео было долго и сложно объяснять и рассказывать. Мы разделили это огромное видео на 2 части. Так вот, почему же мне не нравятся эти посадки? Даже если я беру 3 одинаковых орхидеи, все орхидеи растут по-разному. Даже одного сорта. Вот здесь у меня 2 крэмбери чачи. Вот эта цветет, а вот эта орхидея теряет тургор. Ухаживать за 3 орхидеями одинаково, ну, конечно, можно. Только они растут все по-разному. Этой нужно опрыскивать верхние корни, потому что в горшке явно уже корней нет. И поэтому нижние листья теряют тургор. Но она активно выпускает молодые корни, и эти корни должны быть напоены водой. Иначе вот это и есть потеря тургора. Посередине орхидея тоже выпускает корни и выпускает лист. А эта орхидея еще цветет. Эти бы 2 нужно подкормить, а это с цветочками. Если я начну подкармливать, она может сбросить свои цветы. И корни переплетаются так, что потом рассадить их бывает очень-очень сложно. Вот это расплетение корней занимает очень длительный период. В общем, не нравятся мне эти танцы с бубнами, и я их потихоньку что-то вам показываю, что-то не показываю и рассаживаю эти орхидеи. Когда орхидея растет в отдельном горшке, с ней просто то ли ее покормить, то ли ее опрыскать, а не дай бог случится такое, что нападут вредители,
на орхидею, значит все 3 орхидеи одновременно нужно лечить, и не факт, что лечатся они тоже одинаково. Хорошо, что ни одна не заболела. А вот если бы заболела, а во время болезни нежелательно орхидею пересаживать, вот тогда еще большие проблемы возникают. Вот в совокупности этих всех проблем я и решила, что все орхидеи должны быть посажены отдельно. Давайте достану. Саму посадку показывать не буду, просто покажу, какие корни у орхидеи. Не знаю, что мне придется с ними делать, как расплетать, но жертвую цветами. Так, вот и достать-то их 3 за одну. Вроде бы потянул. Все. Даже пожертвую одним корнем. Один корень пророс сквозь отверстие горшка. Ну, не хочу резать сам горшок. Корень, в принципе, старенький. И вот еще одно. Видите, я раньше сажала орхидеи с применением циафлоры. Вся циафлора со временем уходит вниз горшка и находится только внизу. Поэтому все микро- и макроэлементы, которые есть в циафлоре, она отдает только нижним корням, потому что растворяется из камешков. То, что содержится в циолитах, очень-очень сложно. Оно отдает очень мало и очень медленно. Вот сейчас циафлору не использую. Но хотя, если у вас есть время, есть возможность, вы можете сажать. Вот эта циафлора провела в горшке лет 5, наверное. Но, как пишут по циафлоре, в ней всего 3 года содержатся все вот эти вещества. Потом окисляются, ну, в общем, проходят какие-то процессы, и она становится неактивной. Хотя шипеть продолжает точно так же. При поливе, конечно, когда вода появляется, при поливе. И вот теперь смотрите, вот это все нужно распутывать. И распутывать аккуратно, чтобы не повредить живые корни. И даже внизу горшка, вот видите, есть живые растущие корни. В самом низу, вот они, живые корни, растущие. И вот все это теперь нужно аккуратно распутать, корни разобрать, потому что они прирастают друг к другу, убрать старые гнилые корни, очистить стволы, наконец-таки добраться до средней орхидеи, которая росла в центре горшка. Ну вот теперь моя задача распутать эти корни и отделить все 3 орхидеи друг от друга. Заниматься этим буду очень долго. Миш, ты можешь поснимать, объяснять не буду, потому что это только человек, который умеет вязать, наверное, поймет, как я сейчас буду вот эти все переплетения разбирать. Но вязать я умею, поэтому и буду развязывать все эти корни. Но без комментариев. Давай, знаешь, что я сделаю? Я выброшу керамзит, потому что на керамзите это неудобно делать. И на чистом подносе буду расплетать эти корни. Или даже на столе, потому что много места нужно. Давай я буду делать это на столе. Первым делом нужно отрезать все старые плохие корни, чтобы они не мешали распутывать все остальные живые корни.
Вот самое главное, когда распутываете такие корни, они должны быть влажные. Поэтому я сделала сначала полив орхидеи, потому что вот такие сухие, они будут ломкие, вы их не распутаете. Она у меня стояла 4 часа в воде для того, чтобы корни стали зеленые, эластичные, и я смогла без потерь, ну или без больших потерь, их аккуратно распутать, отделить друг от друга. Ну, то есть каждую орхидею. Я же вот сейчас не знаю, какой корень они могли отсюда вырасти в эту сторону. И они все перепутались. И я не знаю, какой корень к какой орхидее относится. И вот потихоньку я буду распутывать. Ну, вот сейчас вам покажу. Вот мне кажется, что вот этот корень, вот этот длинный, толстый, вот этот корень принадлежит самой первой орхидее. А нахожу я его совсем в другой стороне. И вот они же еще когда растут, видите, они прирастают друг к другу. И их нужно такими легкими движениями очень нежно так отделять друг от друга. Вот, и тогда они могут, надеюсь, не ломаясь, вот так раскладываться на столе. А еще они могут врастать. Растет между двумя корнями какой-то корень, который уходит в ту или иную сторону. Вот сейчас его нужно тоже будет смотреть, как его оттуда достать. Сейчас, если получится, покажу. Я даже не знаю, какой орхидее он принадлежит на данный момент. Вот в середине, видите, вот этот корень. Вот он растет отсюда. Похоже, что это корень вот этой орхидеи. Но он растет между корнями второй орхидеи и куда-то уходит в сторону третьей орхидеи. Ну вот как-то мне нужно это достать и понять, где он, во-первых, заканчивается. Он может быть очень длинным. Вообще непонятно. Так. Вот это вроде бы он. Вот он. Вот представляете, вот этот живой корень пророс между корнями. Между корнями-то я его достала. А теперь его обвести еще сквозь все корни. Положить в ту сторону, где он должен находиться. Не так все просто. Потому что мешает другой корень. Теперь сначала нужно добыть вот этот корень. Ой. Совсем чуть-чуть осталось. Вот он. Да. Вот какие действия приходится производить для того, чтобы достать хотя бы один такой корень. Но сейчас я думаю, что уже осталось недолго. Вот еще есть такой же корень, который растет внизу между
старыми корнями. И мне кажется, что одну орхидею я уже скоро-скоро смогу отделить. Вот это первая орхидея, которая теряла тургор. И теряет тургор. Корни, вот эти желтые, они очень-очень старые. Ей нужны для роста и жизни вот эти молодые корни, которые кажутся сейчас сухими, но они наберут влагу и будут давать жизнь орхидеи. Так, первая орхидея. Думаю, что с этими орхидеями все будет проще. Ого, а вот и не проще. Вот корень, который дорос до следующей орхидеи, пророс между этими двумя корнями, решил, что ему нужно расти ниже. Вот он где. И вот так растет между корнями. Вот теперь нужно, во-первых, найти этот корень. Это корень не этой орхидеи, а вот этой. Вот он какой длинный, живой и здоровый. Вот так надо распутывать. Хочу вам сказать, что очень быстро я с этим справилась. И теперь я их посажу отдельно. Посадку я показывать не буду, потому что я сейчас все-таки поставлю эти корни в воду. Они очень сухие, очень ломкие, и у меня не получится посадка сразу. Пусть они напьются воды, и потом я посажу. Будут они посажены в одинаковые вот такие горшки 1,6 литра, двойные горшки, и будут посажены в керамзит и кору. Приведу их всех в порядок, удалю старые вот такие корни. Вот эти корни старые. Посажу их с молодыми корнями и покажу вам уже посадку. Посадки я показываю часто, ничего нового там не будет. А это орхидея Крэмбери Чача. Я надеюсь, что она будет теперь одна сама более активно цвести. Это второй цветонос ее за этот год. Поэтому так мало цветочков. Обычно она цветет такой красивой веткой. Это все три орхидеи, которые были обработаны. У них были удалены все сухие корни. Они располагались в горшке в этом порядке. Крэмбери Чача. Это средняя орхидея, а это орхидея, которая теряла тургор. Опустим корни в воду. И я вам покажу, как корни станут эластичными. Они станут зелеными, наполнятся водой, и их можно будет посадить в отдельные горшки. Орхидеи пролежали в воде 2 часа, корни стали более эластичные, готовые к посадке. Но если вдруг у вас попала вода в точку роста или в пазуху растения, обязательно нужно протереть салфеткой всю воду. Еще один прием посадки орхидей. Если мы вот так сажаем орхидею в горшок, то кажется, что корни в такой маленький горшок не поместятся.
я кладу корни в самый низ и начинаю закручивать горшок, пока орхидея у меня в руках высоко. Корни закручиваются и помещаются все отлично в горшок. Орхидея сама маленькая, корней у нее чуть больше, чем сама орхидея, но в такой горшок она прекрасно помещается. И не нужен огромный горшок для такой маленькой орхидеи. Этот горшок 1,6 литра. Придерживаю по центру и сажаю. Все увидел. Он все уже давно это знает, он все это давно изучил. Ему это совершенно неинтересно. Все 3 орхидеи успешно посажены и будут цвести уже этой зимой. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.